Компания приобрела участок, этот участок уже был с коробкой, коробка была пустой и не было никакого видения, никакого понимания, как вообще делать этот склад. Компания истратила деньги и решила делать автоматизированный склад с кранами-штабелерами и прочей автоматической техникой. После того, как проект был сделан, стало ясно, что по экономике такой проект совершенно не подходит. И тогда в срочном порядке было решено переделать проект этого склада в обычный склад с узкими проходами на штабелерах, чтобы он как-то работал. Компания имела собственную разработку по ВМС, которая развивалась многие годы и по сути представляла из себя гибрид учетной программы и с некими элементами управления. Поэтому использовать такую программу в современном складе было практически невозможно. И изначально сразу в проекте было решено, что компания будет приобретать промышленную системную ВМС по управлению складом. Времени на проект оставалось также не так много, практически где-то месяцев 8. В этих условиях нужно было срочно заниматься подбором команды проекта, подбором руководителей склада, разработкой технологий, оценкой того, что уже совершено. Главное это было выбрать саму логистическую технологию и программу, которая бы смогла ее реализовать. В этой связи был проведен тендер, были закуплены стеллажи, была закуплена техника, и в ходе разработки логистического проекта стало очевидно, что некоторые части не продуманы вообще. Склад узкопроходный, и в нем параллельно, интенсивно должны происходить разные процессы. Размещение, пополнение товара, отбор товара, оптимизация ячеек, инвентаризация. Это требовало от программы умения управлять именно процессами на складе. Мы провели тендер среди лидеров рынка и поняли, что помимо гладкой интеграции с головной системой, у SAP EWM есть еще ряд дополнительных преимуществ. Это открытый код, это возможность выбора разных команд внедрения, это возможность настроить процессы любой сложности. Внутри программы имеются глубокие связи, и компания в этом случае решала сразу несколько важных задач. Во-первых, она уже имела специалистов, которых можно было использовать. Во-вторых, интеграция внутри SAP сделана так, что практически, если ничего специально не ломать и не портить, то все работает само. Что касается команды, здесь было несколько сложнее. Команд много, они разные. И важно было понять, насколько команды внедрения позволят реализовать все наши потребности. Свой выбор мы остановили на TeamIdea, потому что у TeamIdea был правильный подход к реализации проекта. Это не формальный подход консультантов, которые реализуют только системные интерфейсы и отдают их заказчику. Это полностью подход в качестве бизнес-технологов от реализации необходимой бизнес-логики в системе до управления этой бизнес-логикой в жизни. То есть команда TeamIdea помогла нам понять, как полученный продукт позволяет управлять нашим сложным складом. Ребята вместе с нами проектировали, вникали глубоко во все процессы и все технологии, чтобы наиболее оптимально и правильно реализовать это в системе. И это дало свои результаты. Склад работает практически в автоматическом режиме, управляет складом всего 1-2 человека. Очень важно было добиться синхронного выполнения операций разными видами техники. Это было сделано для того, чтобы оптимизировать самый дорогой вид техники, узкопроходный штабелер, по его стоимости. А стоимость складывается из моточасов. Поэтому чем быстрее штабелер будет выполнять все свои операции, тем дешевле это все будет. В приемке принят какой-то палет, он поставлен в свою адресную ячейку. Программа об этом знает, она дает команду по перевозке тележкой этого палета в буферную ячейку узкопроходного ряда. Штабелер видит эту задачу, выполняет ее, размещая палет. Параллельно ему приходит задача на пополнение, параллельно ему приходит задача на сбор поддонов, параллельно приходит задача на оптимизацию. То есть пока штабелер в своем ряду не выполнит весь объем задач, он оттуда не уезжает. Это означает, что техника по складу перемещается только в необходимые моменты, нет пустых пробегов, а значит процесс достаточно экономичен и дешев. На самом деле это и есть синхронизация, когда в нужный момент времени нужный ресурс получает нужную задачу.
и состыковывает свою задачу с задачами другого вида техники. То есть высший пилотаж – это передача палет с вил на вилы, с одного типа техники на другой. Компания исторически занималась подбором коробок по группе Б и С в узкопроходных рядах на штабелерах, и это была страшно дорогая и страшно медленная операция. Проведя ряд исследований, рабочая группа пришла к выводу, что нужно расширить парк техники и ввести низкоуровневые подборщики заказов. Это позволило удешевить процесс, ускорить процесс, сделать его производительным и экономичным, поскольку низкоуровневый подборщик заказов стоит в 5-6 раз дешевле, чем штабелер, и работать на нем может практически любой человек. У компании есть задача отмаркировать порой до 100 тысяч этикеток в сутки. И такой объем требует какой-то автоматизации. Мы решили сделать обычные гравитационные станции по маркировке, наполнили их некоторым компьютерным обеспечением, сканерами, принтерами, и тут нас ожидал успех. Каждый человек, стоя на своем рабочем месте, стал делать 4-5 тысяч этикеток в смену, что является хорошей производительностью. Мы получили не только систему, которая работает сама по себе, но мы получили понимание, как с помощью этой системы управлять таким складом. Рабочая группа вместе с Team Idea выполнила свою задачу, проект состоялся, и на текущий момент это, в общем-то, лучший проект в России, построенный с использованием программы обеспечения SAP EVM. Мы хотим сказать спасибо Team Idea за правильную организацию нашего проекта и за результат, который в итоге мы получили.